Сейчас, когда ИИ набирает обороты и лидирует на этом бычьем рынке криптовалют, с его помощью можно получить большую прибыль. Мы предсказали ИИ-нарратив на предыдущем бычьем рынке. Мы говорили, что на следующем бычьем рынке, то есть на том, который идет сейчас, ИИ взлетит и принесет огромную прибыль. И хотя все монеты отлично справляются, возможно, есть один вариант с ИИ, который останется незамеченным. Монета, которую многие упускали из виду. ИИ-монета, о которой я вам сегодня расскажу. Эта криптовалюта с ИИ называется Sonorous или токен SNS. У разработчиков есть DJ Node, и они сочетают тренды ИИ и музыки. Я уже подробно говорил про Sonorous, SNS и DJ Node на этом канале. Но многие из вас хотят узнать больше. Они хотят увидеть команду, узнать больше об этом проекте. Они, то есть вы, хотите знать, чего ожидать. И знаете, мне нравится исполнять желания аудитории. Поэтому я пообщался с Соней из Sonorous обо всем этом, чтобы вы знали, чего ожидать. Кроме того, если вы купите DJ Node по ссылке в описании, то угадайте что? Вы можете получить еще один DJ Node бесплатно. Редакция сайта Crypto.ru перевела для вас видео с канала The Crypto Factor. В нем автор рассказывает про ИИ-монету, которая скоро взлетит, Sonorous. Поставьте нам лайк, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик. Не пропускайте следующие выпуски. Привет, ребята, это Briefit Dance. Помните, Пол не финансовый консультант, но он хорош собой. Еще это не финансовый совет. Пожалуйста, подпишитесь на канал Пола и ознакомьтесь с моим каналом Briefit Dance. Соня, добро пожаловать на The Crypto Factor. Большое спасибо, что согласилась. Я действительно воодушевлен. Поговорим про ИИ, музыку, Sonorous и многое другое. Добро пожаловать на The Crypto Factor. Да, огромное спасибо, что пригласили меня сюда. Я была очень рада, потому что однажды вы сказали мне, что являетесь большим фанатом и много лет работали в музыкальной индустрии. Так что да, я очень рада, что вы меня пригласили. Да, мы говорили. Просто, чтобы наша аудитория понимала контекст, мы с вами общались с прошлого года. Предполагалось, что мы станем партнерами, но у меня возникли проблемы со здоровьем. Не хочу говорить об этом прямо сейчас, но да, сейчас мы работаем вместе. И да, у проекта Sonorous все отлично получается. Я говорю не только о цене, но и о множестве других вещей, происходящих в процессе разработки. Вы могли бы рассказать нам немного о Sonorous, о том, что с ним происходит, что это такое и что вы планируете? Да, я буду рада, Пол. На самом деле мы существуем около 2 лет. Многие коллеги увлечены музыкой. Я большой поклонник хип-хопа. Мы также увлекаемся поп-музыкой и так далее. В нашей команде много продюсеров. Итак, мы создали нашу команду около 2 лет назад. Вся информация о членах нашей команды открыта. Вы можете найти их на LinkedIn и других сайтах. Мы все из крупных музыкальных лейблов или больших компаний вроде TikTok. И вот музыка привела нас сюда. Мы хотели создать крупную децентрализованную музыкальную компанию, и вот мы здесь. Если говорить про название Sonorous, то оно происходит от заклинания из Гарри Поттера. Это заклинание усиливает звук, и мы думаем, что это полностью соответствует концепции нашей компании – усилению децентрализованной музыки в интернете. И вот мы здесь. Вы знаете о множестве крупных музыкальных лейблов, которым принадлежат авторские права на звуки по всему миру. Вы знаете про различные системы ранжирования треков, такие как Beatbox и Apple Music. А мы размышляем над тем, сможем ли мы объединить эти концепции и попытаться создать, конечно, используя децентрализованные музыкальные технологии и систему голосования. Что-то вроде децентрализованной системы ранжирования музыки. Все будет абсолютно прозрачно. Мы будем кристально честны со всеми. Это и привело нас сюда. Хорошо, давайте сделаем так. Кто-то из моей аудитории уже знает об этом. Я раньше занимался музыкой. Я был MC. Много лет я был артистом на контракте. Давайте представим, что я независимый музыкант. Как Sonorous может принести мне пользу? На что мне следует обратить внимание? Что бы вы могли для меня сделать в первую очередь? Да, отличный вопрос. Давайте поговорим о независимых музыкантах. Обычный традиционный подход заключается в том, что вам надо подписать контракт с лейблом Sony, Warner и так далее. На самом деле крупные лейблы забирают себе более 80% вашей прибыли. В этом и суть. Перейдем к Sonorous и децентрализованной технологии. Первый шаг – вы можете выдвинуть свой собственный звук в нашем приложении или на сайте. Будет система выдвижения.
Конечно, у вас есть Twitter, много подписчиков, у вас есть влияние. Вы можете заявить: «Я выдвинул свой звук на Sonorous». Будучи номинатором, вы можете получать доход со своей номинации в Sonorous. Допустим, Пол, у вас есть песня под названием, не знаю, просто скажем, что она хорошо звучит, да? Если вы выдвинете ее в Sonorous, то получите 5% как от покупки голосов, так и от продажи голосов в Sonorous. Таким образом, у вас будут 5% от всех голосов. И вы можете распространять информацию по всему миру, рассказывать вашим подписчикам. Вы можете проголосовать и попытаться подняться в рейтинге Sonorous. И это была бы отличная прозрачная система ранжирования. Помимо того, что вы являетесь номинатором, вы также голосуете за свою песню с самого начала, да? И мы следим за кривой цен. Сейчас будет похоже на увеличение кривой цен. Предположим, что начальная цена голоса составит 0,0002 BNB. Это совсем немного, не так ли? Однако кривая цены поднимается и будет легко увеличивать цену голоса в 20, в 100 раз. Вы можете продать голос в любой точке, скажем, в точке X100. Такое довольно часто случалось. А одна из независимых песен выросла в цене в 2200 раз. Поэтому здорово быть независимым артистом в Sonorous. Да, это можно приводить как пример использования. Можно взять одну из моих песен, которую я записал для старого лейбла, закинуть ее в Sonorous и посмотреть, что получится. И люди увидят, как это работает. Да, именно так. Попробуйте так сделать. Да, почему бы и нет? Это довольно круто. Хорошо. Сейчас я хочу немного поговорить о реализации ИИ в Sonorous, потому что я увидел, что у вас могут быть подсказки в стиле ChatGPT, помогающие создавать музыку и голоса. Быстрый вопрос. Музыка и голоса создаются ИИ или мы можем выбирать? Как это работает? Потому что это было бы впечатляюще. Отличный вопрос. С точки зрения обычного пользователя, давайте скажем, что если мы на самом деле не из мира музыки, то мы не знаем, как написать музыку или сочинить ее, так? В данном случае мы имеем дело с новой технологией, которую мы разрабатывали в течение нескольких месяцев. Ну, понимаете, как Sora, где нам нужно ввести несколько очень простых подсказок и вывести на экран действительно крутое видео. Так вот, что происходит и в песнях, и в музыке. Рассматривайте это как музыкальную версию Sora. Это значит, что вам нужно ввести несколько очень простых подсказок. Например, корейские слова, биткоин и так далее. И можно автоматически сгенерировать песню. Не нужно что-то сочинять или записывать. Это автоматически делает ИИ. Так что это очень простой функционал, который пригодится обычным пользователям. А как в данном случае работают роялти? Представим, что я создаю песню для The Crypto Factor. Как будут работать роялти? Будет ли у меня полный доступ? Как это все работает? Да, это действительно отличный вопрос. Если речь идет о музыке, то вопрос ключевых прав является очень важным, не так ли? Так вот, если говорить об этой части, то наша позиция такова. Вы создали что-то, используя собственные подсказки, и у вас есть одна единственная песня для вашего The Crypto Factor. Вот так. То есть вы являетесь продюсером и владеете авторскими правами на эту музыку. Вы можете разместить ее на YouTube Music или Spotify, чтобы зарабатывать на собственной песне. Это ключевой момент. Но чтобы начать создавать собственный звук, вам нужно заплатить или быть владельцем DJ Note. Или стейкать наши монеты, чтобы стать владельцем песни. Вот в этом суть. Ага, мы сейчас поговорим про DJ Note. Кстати, у меня есть ссылка в описании, можете с ней ознакомиться. Но я хочу поговорить об этом немного подробнее. Прямо сейчас с вашим продуктом можно сделать так много всего. Во-первых, люди могут создавать собственную музыку и песни. Если вы заключите партнерство, то в будущем можно будет снять собственное музыкальное видео или типа того. Не уверен, работаете ли вы над этим, но это действительно хорошее направление для развития. Да, согласна. И благодаря этому появляются так много новых артистов. Это изменит мир. Люди, участвующие в рекламных кампаниях, могут создавать собственную музыку. Люди, создающие собственные трейлеры и независимое кино. Кстати, я также был режиссером и продюсером в прошлом, не только MC. Но люди, снимающие собственные фильмы, могут использовать это для своих целей. Или даже полностью снять фильм. Это безумие какое-то. Как вы думаете, к чему это приведет? Вы занимаетесь этим бизнесом. Вы представляете компанию Sonorous. Как вы думаете, к чему все это приведет? И на что нам следует обратить внимание, чтобы получить преимущество?
Да, спасибо, Пол. Во-первых, мне очень нравится твое видение того, что в будущем должно появиться в Sonorus. Как я уже говорила, мы анонсировали ИИ Bitmint, который является одной из наших фич, 1 или 2 недели назад. Но, как я уже сказала, это будет лишь отправной точкой для того, что Sonorus может сделать в секторе ИИ, и вы приводите отличный пример с созданием собственного трейлера или рекламы на основе этой музыки. Итак, это будет комбинация. Попытка объединить музыкальный сектор и видеосектор в единое целое, чтобы создавать фильмы или рекламу. Я бы сказала, что мы стремимся к этому. Bitmint AI — наш первый шаг в этом направлении. Отлично, просто замечательно. Позвольте спросить кое-что о DJ Note прямо сейчас. Я знаю, что DJ Note позволяет использовать ИИ для создания собственной музыки, так? Да-да. Но мы также получаем другие преимущества. Каждый день выдаются токены SNS. Также есть стейкинг. Можно стейкать награды. Я узнал об этом случайно, но рад, что допустил эту ошибку. И еще... Прошу прощения. Будут ли аирдропы? Какие еще преимущества у DJ Note? Простите, ну да, DJ Note. Да, DJ Note. Безусловно, это один из вариантов использования Bitmint AI, да? У нас сейчас много всего разного. Первый вариант, как вы и сказали, это функция минтинга. Когда кто-то делает первый шаг к покупке DJ Note, он ищет постоянного майнера токена SNS, так? Так и есть. Каждый день более 300 тысяч SNS будут поровну распределяться между всеми владельцами DJ Note. Это значит, что чем раньше вы приобретете свой DJ Note, тем больше SNS у вас будет. Так что если ваша аудитория приобрела его после вашего первого видео, то уже получила много замечательных вещей. С другой стороны, у нас есть голосование по этому вопросу. Мы не принимаем все эти решения самостоятельно. Можете проверить наш Discord. У нас много бесед в чате. У нас есть система голосования, определяющая, куда нам двигаться. Держатели DJ Note на самом деле являются акционерами нашей команды. С другой стороны, у нас появится еще больше полезных функций. Как я уже говорила, мы проводили эту кампанию раньше. У нас есть система ранжирования пользователей, совершающих наибольшее число транзакций в децентрализованных приложениях Sonorus. В рамках аирдропов одному человеку поступит по 1, а то и по 5000 SNS. Так что у нас будет много наград для нашей аудитории. Будет примерно так же, как и в начале 1,5 года назад. Хорошо. Еще одно преимущество помимо выгоды. Потому что я знаю, что многие люди на моем канале инвестируют. Многие люди ищут хороших инвесторов. То, что DJ Note приносит вам токены SNS каждый день. И вы можете накопить и продать их без страха упущенной выгоды. Вы действительно можете фиксировать прибыль, поскольку вы знаете, что будет больше прибыли. Так что это имеет смысл, особенно если вы не знаете, пойдет ли цена вверх или вниз. Вы знаете, что цена DJ Note выражена в долларах, а это значит, что она никогда не упадет. Она может только увеличиваться. Если вы беспокоитесь о падении рынков, которое было совсем недавно, то DJ Note был бы логичным выбором. Да, я согласна. Но знаете, на самом деле мы следим за ростом цен прямо сейчас. Текущая цена превышает 1000 USDT за узел. Она продолжает расти. Так что да, не буду утверждать, что к выходу видео цена превысит 1500 USDT. Чем раньше вы войдете, тем более низкими будут цены. И чем скорее вы перейдете по ссылке ниже, чтобы получить свой DJ Note, тем скорее вы сможете пользоваться его преимуществами, получить их по более низкой цене, если хотите. А в будущем можно будет продать или передать этот узел, если я не ошибаюсь. Да, прямо сейчас эта функция находится в стадии разработки. Если совсем откровенно, то прямо сейчас невозможно переносить DJ Note. Однако когда-нибудь в будущем мы рассмотрим возможность переноса DJ Note. Есть и другой способ – применение SNS для покупки DJ Note. У нас предусмотрена скидка на этот случай. Мы уже думали об этом, ребята. Это всего лишь небольшой шаг на пути к цели. Итак, хорошо. Итак, есть ли еще что-нибудь, что вы хотели бы добавить о своем видении, о том, к чему стремится ваша команда, чего люди должны ожидать? Да, отличный вопрос. Мы думаем о том, как далеко продвинулись за 2 года. Наша миссия — это... Я не хочу писать или петь слово в слово, но мы действительно хотим изменить музыкальный мир, сделать его прозрачным и справедливым для каждого независимого исполнителя, а также для обычных пользователей, которые смогут использовать функции ИИ для создания звуков и легко попасть в музыкальный сектор.
Это наше видение и миссия на будущее. Так что, ребята, продолжайте следить за нами. Мы планируем добавить больше возможностей ИИ, возможно, в сочетании с легким созданием музыкальных видео, благодаря простым подсказкам. Возможно, через 2 или 3 месяца у нас будут несколько важных анонсов. И к тому моменту я поговорю с Полом, чтобы вы знали обо всем заранее. Потрясающе, просто потрясающе. У меня к вам есть еще один вопрос. Вы дали уже несколько интервью. Вы постоянно рассказываете о Sonorus большому количеству людей. Возможно, друзьям, членам семьи. Возможно, людям, которых вы встречаете на улице. Я вижу, что вы увлечены этим делом. Вы, вероятно, ходите в рестораны и рассказываете об этом официантам и менеджерам. У меня есть к вам вопрос. Какой вопрос вы бы хотели получать от людей, но они редко его задают? Ух ты. На самом деле, когда я рассказывала об этом, никто не задавал мне таких отличных вопросов. Я долго думала об этом с самого начала, потому что, как я уже сказала, наше видение — создание справедливого музыкального сектора для множества людей по всему миру, да? И я оставлю один ключевой вопрос. Как вы, ребята, использующие ИИ, пытаетесь изменить музыкальный мир? Как это работает? Я думаю, что это действительно важный вопрос. Сейчас мы находимся на начальной стадии. Используются простые функции ИИ для создания звуков за 1 минуту. А как насчет того, чтобы в ближайшем будущем мы поможем многим людям, например, инвалидам, которые не могут печатать слова? Они смогут управлять ноутбуком с помощью мозговых имплантатов и создавать звуки. Или люди по всему миру сумеют использовать разные языки. Это возможно с применением технологий ИИ. Честно говоря, никто раньше об этом не спрашивал. Но именно об этом мы думаем, именно к этому стремимся. Прекрасно, потрясающе. Большое спасибо, Соня. Не забудьте посмотреть сайт Sonorus. Ссылки вверху и в описании. Соня, вы были великолепны. Большое вам спасибо. С нетерпением жду возможности снова поговорить на канале The Crypto Factor. У нас есть много сюрпризов для зрителей. Так что да. Спасибо за то, что пригласили меня. Возможно, мы увидимся в одном из следующих видео. Обязательно. Ну вот так. Соня просто потрясающая. Надеюсь, она ответила на многие ваши вопросы. Если у вас есть еще какие-то вопросы, задавайте их в комментариях. А я попытаюсь вернуть Соню на канал, чтобы она на них ответила. А если вас интересует DJ Note, то ссылка на него находится в описании к ролику. Вот так. Вам нравится? А если вы купите DJ Note, то у вас будет шанс выиграть еще один DJ Note. Я объявлю об этом в следующих видео. Все, что вам нужно сделать, воспользоваться этой ссылкой, чтобы получить шанс на победу. Если вы хотите больше узнать о Sonorus, о токене SNS, обязательно посмотрите вот это видео. Не стоит его пропускать. А также не забудьте подписаться на канал, чтобы узнать, выиграли ли вы DJ Note. Друзья, вы посмотрели видео с канала The Crypto Factor, переведенное редакцией Crypto.ru на русский язык. Задавайте свои вопросы в комментариях.